Привет! В этом видео мы продолжаем вязать вот такую пандочку. И сейчас я буду пришивать мордочку. Верх мордочки я буду пришивать от центра в 4 ряду. 1, 2, 3, 4. У этой мордочки 8 петель. И каждую петлю я буду пришивать 8 петель на теле. 3 сверху, 4, 5, 6, 7, 8. А в среднюю петлю я ввожу хвостик, который идет от центра мордочки. Дальше вставляю в иглу другой хвостик. Из каждой точки я вывожу иглу, захватываю петлю на мордочке за обе полупетли и возвращаюсь обратно в то же место. Дальше вывожу иглу из следующей петли, захватываю иглой вторую петлю и возвращаюсь обратно. И таким образом я пришиваю каждую петлю к каждой выбранной точке. Дальше вывожу хвостик вовнутрь, выворачиваю вязание, связываю хвостики и обрезаю. Глазки моей панды будут находиться в том же ряду, что и верх мордочки. И я простым карандашом рисую контур пятнышек вокруг глаз, чтобы потом их вышить черной нитью. Сверху я обвожу глазик близко. А снизу чуть ниже. Вот это ряд, где я пришивала низ мордочки. И вот чуть выше будет заканчиваться пятнышко. Также только симметрично я рисую с другой стороны. Теперь на место иголочек я пришиваю бусины обычной нитью для шитья. Вывожу иглу изнутри, оставляю здесь небольшой хвостик и пришиваю бусину.
Дальше вывожу нить вовнутрь. Связываю хвостики и обрезаю. И таким же образом пришиваю второй глазик. Все. Дальше я беру черную пряжу и разделяю ее на ниточки. Мне нужна одна тонкая нить. Я вставляю нить в иглу, вывожу ее наружу, а здесь оставляю небольшой хвостик. И начинаю вышивать. Сначала я делаю стежки по контуру пятна. Второй круг прохожу по тем же местам, поддевая иглой эти стежки. Дальше я прокладываю еще один ряд стежков, отступая немного от предыдущего ряда. И затем поддеваю иглой стежки этого ряда и предыдущего. И таким образом делаю еще несколько рядов. Прокладываю стежки. И в следующем ряду захватываю иглой эти стежки и стежки предыдущего ряда. Иглу под один и тот же стежок можно заводить несколько раз. Закрываю пробелы.
вывожу иглу вовнутрь, связываю хвостики узлами и обрезаю. И таким же образом вышиваю второе пятнышко. Вот что у меня получилось. И теперь я буду вышивать мордочку. Я опять беру тонкую ниточку из пряжи, вывожу иглу из центра мордочки. Здесь оставляю небольшой хвостик и вышиваю носик треугольничком. Дальше провожу линию вниз. И делаю улыбочку. Вот что у меня получилось. И теперь эти хвостики я связываю узлами и обрезаю. Дальше я вяжу ушки и лапки. Для этого беру черную пряжу и ушки я вяжу так. Делаю скользящую петлю и вяжу в нее 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Нить вытягиваю и обрезаю. И затягиваю колечко. И вяжу еще одно такое ушко. Лапки я делаю так. Делаю 3 воздушные петли и во вторую петлю от крючка вяжу 2 столбика без накида. Все, нить вытягиваю и обрезаю. И вяжу еще 3 такие лапки. Дальше я вставляю в иглу хвостик, который идет от центра ушка. И ввожу иглу от центра головы в 3-й ряд. Также делаю и с другой стороны. Дальше вставляю второй хвостик в иглу и прикрепляю края ушек к этим петлям. От этого места на ряд выше и на ряд ниже. Также делаю и со вторым ушком.
Все. Теперь выворачиваю вязание и связываю эти хвостики узлами и обрезаю. Затем я вывернула все обратно и продолжаю вязание. В 14 ряду я 8 раз буду повторять. 1 столбик без накида, 1 убавка. Первый раз вяжу 1 столбик без накида. Дальше делаю убавку. Захватываю первую переднюю полупетлю, затем вторую переднюю полупетлю и провязываю их вместе. Дальше второй раз повторяю 1 столбик без накида, 1 убавка и повторяю так еще 6 раз. Я уже провязала и дальше наполняю игрушку синтепоном. Я наполнила, и в 15 ряду я делаю 8 убавок. Я провязала, вытягиваю нить, обрезаю ее, оставляю нить подлиннее, чтобы потом стянуть отверстие и связать хвостик. Добавляю еще немного синтепона, если нужно. Дальше вставляю этот хвостик в иглу, контрастную нить убираю, захватываю иглой каждую переднюю полупетлю по кругу. Стягиваю кольцо и закрепляю нить узлом. Дальше ввожу нить вовнутрь, а вывожу во втором ряду от центра на спинке. Дальше беру крючок, вставляю его на ряд выше от этого места, а вывожу его там, где эта нить. Захватываю ее и вытягиваю петлю. Дальше делаю 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка вяжу 1 столбик без накида. Все, нить вытягиваю, вставляю ее в иглу, дальше ввожу иглу возле хвостика, а вывожу внизу игрушки. И вот такой хвостик получился. Теперь я закрепляю нить узлом, прячу ее внутри игрушки и обрезаю. И еще мне осталось пришить лапки. Нижние хвостики лапки я ввожу во второй ряд от центра низа и вывожу иглу в сторону, к центру. Верхние хвостики лапок я ввожу на ряд выше и вывожу тоже в сторону к центру. Дальше захватываю нитью край лапки
Ввожу иглу обратно и перехожу к другому хвостику. Теперь этим хвостиком захватываю край лапки, возвращаюсь обратно и вывожу иглу вверх. Теперь связываю эти хвостики узлами, прячу их внутри игрушки и обрезаю. Также делаю и с другой стороны. Таким же образом пришиваю верхние лапки, только отсчитываю от края лапки, третий ряд вверх и ввожу сюда нижний хвостик лапки. Я уже пришила лапки, и вот такая пандочка у меня получилась. На этом все. Спасибо, что ставите лайки. Пишите в комментарии, что бы вы еще хотели связать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. И присылайте фотографии ваших игрушек в мою группу ВКонтакте или Facebook. Ссылки смотрите в описании под видео. Встретимся в следующем видео. Пока!